Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Ну что, будем сегодня творить контент, и сегодня я хочу попробовать поиграть, знаете, через кого? Так как здесь есть Квапа и есть Свен, то я думаю, вы уже догадываетесь, через что я хочу поиграть. Это я хочу поиграть через Свенчика и Квапу, соответственно. Я хочу попробовать закерить Свена, все такое. А может получится через Темпларку сыграть. На самом деле, я вот сейчас только внимание обратил о том, что тут есть еще и Спектра. Поэтому, в принципе, каточка может быть многообещающей. Ну ладно, не будем загадывать, поэтому что правильно, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, кто, соответственно, будет смотреть, приятного аппетита, кто кушать будет, приятных снов, кто, соответственно, засыпает. И хорошего рабочего дня, кто, соответственно, работает. Обалдеть. Вот это, конечно, мне хорошо пришло. Так, ну колечко беру. Если сейчас мне и апгрейд придет, Лины в 2 звезды, это будет слишком сладко. Это будет слишком сладко, чтобы быть правдой, серьезно. Лина в 2 звезды это прям то, что доктор прописал. И, ребят, кстати, хочу напомнить, что сегодня в 6 часов вечера будет стрим, как на ютубе, так и на твиче, поэтому что правильно, ребят, запасаемся вкусняшками и все такое, и я всех жду. Абсолютно всех жду. Отмазок не принимаю. Все, всех жду, ребят, обнял, приподнял. Талисманчик возьму. Обнял, приподнял, поэтому все, всех жду. Все, вы меня поняли, ребят. Все, пропуск невозможен. Все, понял? Если ты прямо сейчас еще не поставил свой лайк и комментарий от 3 слов, ты, соответственно, обязан поставить лайк и комментарий от 3 слов. Понял? Понял. А если не подписан, тем более подпишись. Потому что цель 5000 подписчиков. Возьму уровень, короче. Так, молот грома, естественно. Под линочку это вообще сок. Так как у меня еще и баф магов стоит, то это вообще 10 из 10. То это вообще 10 из 10. Короче, кто вдруг не знает, почему я такой фаворит от этого молота грома. Во-первых, у молота грома нету КД. Обалдеть. Найс. У молота грома нету КД. Есть вероятность, что сработает и нанесет 100 магического урона до 3 целей. И, соответственно, эти молнии может вылететь несколько штук. А так как у меня есть магия, то, соответственно, там будет не 100 урона, а где-то 130, так как у меня первый баф магов. На втором бафе магов, соответственно, там под 200 урона будет. Короче, это обалденный предмет, который стоит и необходимо брать. 100%. Всегда. Дурак тот, кто не берет, соответственно, этот предмет. Работает он вообще абсолютно почти... Ух ты, эсэфчик. Эсэфчик, это вкусно. Так как у меня есть магия, это вдвойне вкусно. А если взять 5 уровень? А давай возьмем. 5 уровень. Если я собираюсь играть через демона, то мне, соответственно, СФ пригодится. СФ это тот персонаж, который в демонах вообще идеально работает. Если тебе еще, допустим, если ты, допустим, в антимага не закидываешь посох 3-го тира, у тебя СФ ранит, то, соответственно, ты можешь в СФ закинуть посох 3-го тира, и там будет нереальное количество магического урона. Кстати, ребят, я вот недавно сказал, что стрим, да, вот буквально минутки 2 назад сказал о том, что будет стрим 6 часов вечера. И если ты не хочешь пропускать информацию о том, когда стримы и все такое, то подписывайся на мой телеграм-канал. Там я также пишу, когда обновление игры, веду свой небольшой личный блог, делюсь с вами некой такой информацией. И самое главное, это чат-комьюнити, где мы все общаемся, переписываемся и т.д. и т.п. Короче, все, всех жду. Всех жду там, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И кстати, у меня для вас есть новости. Теперь ролики я буду дублировать и в телеграм-канал. Я там делал опрос, все такое, поэтому у кого проблема с просмотром на ютубе, будут ролики еще также находиться в телеграм-канале. Я все вот эти вот предыдущие ролики, которые у меня есть, я посмотрю, как лучше сделать, чтобы качество было получше, все такое. Короче, я что-то придумаю, что-то подхимичу, что-то подшаманю, и я думаю, все будет просто вот чики-бомбони. Ну, короче, вы поняли. Короче, вы меня поняли. А неплохой у тебя такой-то стол. Кстати, Тинкера в этом патче же бафнули. Тинкер теперь нереально хорош. Вообще нереально хорош. У него на первом уровне 250 ракетка дамажит. И КД поменьше у него. Ну, короче, там вообще просто булочка с вишенкой. Да, пока что-то меня пинают. Мне надо Лина в 2 звезды. Где моя Лина в 2 звезды? Где моя Лина в 2 звезды? Я сейчас не понял. У меня сейчас глаз телипаться начнет. Где моя Лина в 2 звезды? Я, наверное...
Не, ну брать Трента это, конечно, такое себе. Тинкера, наверное. Ладно, вместо панды, короче, поставлю. Я не верю особо сейчас в панду, то, что она мне хоть что-то такое адекватное принесет, поэтому вместо панды поставлю. Все-таки так будет намного больше магического урона и все такое. То есть и щит будет дамажить, и Тинкер будет дамажить, а все это магический урон. И Тинкер мне еще идет, еще и орки идут. Ой, какой сложный выбор. Не, ну поставить двух орков, это даст мне 150 хп. Соответственно, Лина будет плотнее, но дамага тогда не будет. Дамага тогда не будет. У Тинкера 3 ракетки по 250 урона на первом уровне. А это, соответственно, под бафом мага где-то будет под 400 чем-то там урона, короче. Или по... Ну, короче. Будет больше урона, если Тинкер и Абадон будет стоять. У Абадона все-таки массово щиток дамажит, плюс он спацевить может, а у Тинкера, соответственно, ракетки. Мне, кстати, не нравится, что ЦМ-ку поднерфили. Теперь она ману регенит не так, как раньше. Раньше она на втором уровне регенила 18 маны в секунду, в 2 секунды. Теперь она регенит 12 маны в 2 секунды. Это вообще такая дичь. Я не знаю, чем разработчики думали, что когда выпускали этот патч. С нерфом ЦМ-ки. Это вообще смех. Ну, разработчики всегда, они там с шапочкой или с фольги сидят, там вообще полностью невменяемые. Поэтому тут, знаете, нет баф людей. Хорошо, вот так вот сделаю. И Разора вместо Агра поставлю. Огр, конечно, не пришел. Я рассчитывал, что придет Огр, я его поставлю вместо танка. И, короче, будет приятно. Но приятного оказалось мало. Так, сейчас будут мобчики. Блин, реликвии, конечно, классные. И Мамора, и Хаотичный договор. Какие мобы? Фу, ладно, я хоть чуть-чуть, но успел как бы поменять расстановку. Я что-то подумал, что сейчас будут мобы, честное слово. Хорошо. Запинал. Отлично. Баф людей все. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока что все прекрасно. Пока что все замечательно. Я рассчитывал, что ко мне Огр придет 2 звезды. У меня будет, грубо говоря, такой персонаж, который может, во-первых, сделать так, что у меня будет 2 способности кастоваться. Так у меня еще, я думал, что будет плотный танк. Потому что, ну, Огр, он такой приятный перец. Я, кстати, колечко, если что, скипну, потому что колечко мне не особо нравится. Я возьму деревянную палку, наверное. Хотя... Ладно, рандомлю. Деревянная палка, это, конечно, хорошо, но я думаю, все-таки зарандомить. Я надеялся, что мне мана плюс 50 упадет, но плюс 300 хп тоже неплохо будет. Тоже, в принципе, неплохо. Может, сейчас на следующем раунде ко мне Огру 2 звезды придет. На самом деле, я удивлен, что мне Лина так долго идет. Вообще Лина не идет, если честно. Ну ладно. В принципе, если придет мне усиление в виде Абадона, 2 звезды и Тинкеров 2 звезды, будет вообще шикардос. Так, 31 монетка, 94 хп вообще. Так, что у нас тут? Мамора, Мамора. СФ. Все, я решил. Я решил. Если я еще как бы был, знаете, в сомнениях, то теперь я 100% решил, что я буду играть через демонов. 100% буду играть через демонов. Или не 100%. Можешь выйти в 50 монет, ну, в 40 монет плюс. Так, 2 из 9. Мамора заобузилась, хорошо. 11 раунд, а у меня уже Мамора 2 из 9. Короче, игра продам и... Блин, мне надо адекватное усиление. Что это за усиление у меня вот такое стоит? Ничего адекватного. На, щит взорвался, пол толпы взорвал. Тинкера, короче, решил продать. Ну просто потом будет А можно так всегда будет? Чисто 2 усиления таких огромных. Обалдеть! Мне это нравится. Еще и СФ 2 звезды на 12 раунде. Отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Чтоб не сгладить сейчас.
Чтоб не сглазить сейчас. Чтобы SF пришел ко мне в 3 звезды. Вы прикиньте, если мне получится собрать SF в 3 звезды раннего. Там Федор, конечно, собирает себе демонов. Это мне не нравится. Это мне, конечно, не нравится. Но кому бы нравилось, если ты вот думаешь об одной синергии, хочешь ее собирать, а тут этот челик вторую синергию собирает. Точно такую же. Ладно, надеюсь я за то, что я раньше всех соберу. То, что я планирую. Будем надеяться. Там какая-то легионка овер огромная, не кажется? На! На! Так, каждые 3 секунды союзный рыцарь с вероятностью 20% получает щит. Так, стоп, сейчас. Так, где рыцари? Каждый... Тут же рыцари бафнули. Теперь мне вот интересно. КД осталось. Каждые 3 секунды союзная вероятность, уменьшающий щит, действует 3 секунды. Каждые 3 секунды союзный рыцарь вероятность 20%. Так я не понял. Рыцарям убрали откат на щит или как? Раньше же, по-моему, четко было прописано, что каждые 3 секунды, то есть... или нет? Подожди. Ой, ладно, короче, надо английскую версию будет включить и почитать, как там про более корректный перевод. Потому что это какой-то бред. Но если что, в комментариях меня поправьте, то... Ух ты, ух ты, ух ты! Унка! Капитанку Унка! Это мне нравится. Кунка это имба. Почему мне так нравится Кунка, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Кунка это тот чел, у которого, во-первых, магический урон с корабля, во-вторых, он станчик дает, это контроль. Короче, это имбулька. Это имбулька еще та, поэтому капитанку Унка нам нужен. Если что, я специально говорю капитанку Унка. Начала, потому что на зверях на 6 уровне лондруид 2 звезды, понимаю. Ну, понимаю. На самом деле мне нужен дискорд. Мне нужен предмет первого тира дискорда, который будет уменьшать 25 магического сопротивления в n-ном радиусе. Надо. Надо, Федя, надо. Ну, короче, Капитан Кунка мне очень нравится как персонаж. Во-первых, он плотный, во-вторых, кораблик. В-третьих, станчик. Это вообще шикардос. Нужно ли Гримтача сейчас взять, или можно потом взять Гримтача? Вот в чем вопрос. Нужно или не нужно? А может взять 7-й? А, ну сейчас мы бы, в принципе... У меня SF 6 из 9, прикиньте. SF 6 из 9. На секундочку. Так, антимаг уже у MVP с охотниками. Федор там целенаправленно дем. Мне больше не нравится этот зверь, который там собирает себе зверей. Потому что ему так они хорошо идут. У него лондруид на 6 уровне уже в 2 звезды. Я не удивлюсь, если он раннего лондруида в 3 звезды соберет. Еще и нормальные предметы ему найдет. Там рефрешер, некромикон. Кстати, я только что тупанул немножко. Ну ладно. Надо было сначала апнуть уровень. А потом, соответственно, выставить какую-то фигуру. Я просто, знаете, еще не совсем привык, то, что я с мобов буду получать деньги. И можно немного иногда выходить из инкама. Чтобы вот, скажем так, добить себе 50 монет на мобах. Ну, короче. Еще один SF пригодится. Кстати, ребят, там же Мамору поднерфили. Кто вдруг не знает, как теперь Мамора работает, то объясняю. Если в пуле есть фигуры... Сейчас, секунду. Может, SF поставить вместо легионки. Вот это баф. Так, кристалл маны плюс 50. В принципе, меня устраивает, и я бы даже его взял, наверное. Пригодится, просто буду играть через SF, а через Свена. Если SF ранее придет, то, соответственно, будет и взрывать хорошо. Да, возьму, короче, кристалл мана плюс 50, цепочку скипну. Все это дичь. Понял, принял. Короче. Мамора работает следующим образом. Если в пуле есть достаточное количество фигур, то Мамора будет подниматься. И это всегда рандом, если что. То есть абсолютный рандом. Если же в пуле заканчивается определенная фигура, допустим, SF заканчивается, то, соответственно, что? Правильно, SF больше не придет. То есть он, допустим, застыл в развитии на 8 из 9, и все. И делай, что хочешь. Но у меня пока что SF вообще отлично. Чел там с хаотичным договором сидит. А я думал, сейчас у него винстрик заберу.
Хоть денег получу. 8 из 9 мамора. 8 из 9 мамора. На секундочку. 8 из 9 мамора. Вы прикиньте, если мне в действительности получится сейчас трехзвездочного SF раннего выкатить, а? А? Я думаю, это будет полный развал. Я думаю, это будет... Так. Рубик, извини, но не гуляй лесом. Давай, эсэфчик, пожалуйста, в 3 звезды. Эсэфчик. Пожалуйста, в 3 звезды приди ранее. Хоть раз с Мамором мне притащи раннюю фигуру на 18 раунде в 3 звезды. Ну? Ну? Да! Ау, май, детка. Детка. Итак, дамы и господа, сейчас вы увидите редкое явление. Как мне фартануло на Мамору и трехзвездочную фигуру на 18-м, мать его, раунде. Вы такое видели? Я такого не видел еще. Мне давно так не фартило. Вообще давно так не фартило. Так. Белиссимо. Вкусненько. Так может мне сейчас и на Свена повезет так легко? А? Где-то должна быть какая-то, ну... Какой-то подвох должен быть, отвечаю. Какой-то подвох в этой каточке, значит, должен быть. Раз мне так SF пришел легко, то по-любому где-то должен быть подвох. Я планирую все-таки сыграть через демонов. Я планирую сыграть все-таки через Свена. И в чем же может быть подвох? И дайте я угадаю. А подвох будет, знаете, в чем? А подвох будет в Свене. Он мне тупо не придет. Вообще тупо не придет. Но пока что там никто не собирает себе демонов. Вот, ну, кроме Федора. Федор собирает себе демонов. MVP там собирает себе охотников. И, скорее всего, будет играть через мантию, что проблема. А тут как-то больно. А что... Они не больно. Или... Не больно. Не больно. Живем, живем. Хилимся, живем. Одного SF можно будет попозже продать. Но пока что пусть будет. Он мне не лишний. В любом случае демоны не ломаются пока что. Но в любом случае мне нужно будет поставить в будущем демонов. Нужно поставить будет в будущем демонов. Демоны нужны. Опа, некор. О, ребят, вот это я вспомнил, кстати. Empress Light. Обалдеть. Вы чё так быстро раскрываете легендарную фигуру? Вы чё, обалдели? Короче, недавно у меня была игра. И там, кстати, чел уже сел друидов 3 звезды собрал, понял. Как-то он рано себя апает фигуры, и это жестко на самом деле. Короче, недавно у меня была игра, я собрал себе некраф 3 звезды, очень рано. У меня на 27-м раунде или на 28-м раунде был некр в 3 звезды. Так, хаотичный договор я беру, естественно, потому что, во-первых, у меня винстрик, и мне предмет 3-го тира необходим. Так вот, собрал я такой рано себе... Обалдеть, чел от мобов откис. Собрала себе рано некраф 3 звезды. И знаете, от кого я откис? Да, мне там немножко не фартануло на предметы. То есть у меня был только драконий рог, бусы 3-го тира. И все, по сути. Ясно. Спасибо. Спасибо за клевер. Я рассчитывал, что дискорд упадет. Ну, короче. Некор, 3 звезд, на 27-28 раунде, были бусы, был драконий рог, и все. И все. Вы спросите, ну и что произошло? А что произошло? Меня двойницы кто это просто и взад, и вперед. Просто, ну... Ой-ой-ой, алло, куда ты там Свена купил? Продай обратно. Это мой Свен. Чертежник, ты посмотри на него. И сзади, и спереди, короче, меня там с моим некром трехзвездочным. И честно, мне некр трехзвездочный очень понравился. Сильный персонаж. Нормально так дамаги наносит, особенно есть плотные фигуры. То есть орков он вообще так любит.
Тот же самый Джиггернаут, который крутится трехзвездочный с огромным количеством хп, просто он берет косу, Оу, май, детка, я еще и винстрик забрал. Я настолько погрузился в рассказ своей истории, что просто забыл о том, что я еще чуваку сейчас винстрик снес. Ха-ха. Не забыл, не заметил. Чел уже там спектру себе нашел. Ребята, успокойтесь там искать моих демонов. Это мои демоны. Это не ваши демоны, это мои демоны. Чертежники. Так вот. Меня два инсектоида просто и сзади, и спереди, вдоль и поперек, от А до Я, даже не спрашивали моего имени. Просто вот брали и разрывали. И я занял там обидное 4-е место. Потому что два инсектоида ко мне пришли, а некор как бы не спамил, не спамил, этого не помогало. Может быть, со спелпризмом это бы помогло. Но без спелпризма тупо нереально, даже коса не помогала. Особенно мне понравилось, когда Никс включил свои карапасы, а некор туда закинул свою косу и сдох. Тоже 10 из 10. А тут мне еще, кстати, чел на зверях вынес. А чё ты такой жесткий? Чё ты такой жесткий, молодой человек? Минус 7 накинул мне в табло. Неприятное явление. У меня, кстати, сейчас скоро будет 10 уровень. Я уже на 10 уровне начну полностью ролиться. Я думаю, к 25-му раунду, да даже раньше. Я получу 10 уровень. 10 уровень. Я больше всего надеюсь, что вот этот чел не найдет себе Свена в 2 звезды раннего. Я просто хочу сам себе Свена найти в 2 звезды. Антимаг этот. Нормально, этого демона я выношу. Все-таки SF 3 звезды дает о себе знать. Так, Лича еще нашли. Так, минус демон, кстати. Пока-пока! Так, есть Леончик, отлично. Так. На один раунд мы, в принципе, я думаю, можем сделать себе так. На один раунд. Давай Дискорд. Спасибо. Спасибо. Все шмотки сролил и Дискорд нашел. Гениально. Так как там демоны, я, в принципе, броню 5-го тира могу убрать. Ну, каких 2 Свена ты нашел, алло? Что за 2 Свена? Не, мне надо будет уже демонов ставить, уже туго. Уже очень-очень туго становится. Он еще и спамит, так обалдеть. Вот это сейчас больно мне будет. Минус 16. Ну ладно, минус 16 это еще как бы по-божески. Так. Надо демонов немножко поставить. Да, надо искать демонов чуть-чуть. Чтобы у меня просто SF намного жестче кастовал. Он и сейчас как бы жестче кастует, потому что сейчас 5 есть этих демонов. Надеюсь, у меня все-таки получится собрать себе Свенчика. Да. Сейчас посмотрим еще, что за предмет упадет. Я надеюсь, конечно, мне предмет пройдет драконий рог. По крайней мере, я еще рассчитываю на драконий рог. А как оно там будет, это уже неизвестно. А сразу так можно было? Сюда. Сюда эту прикормку. Сюда эту прикормку, я говорю. Мне теперь только квапы не хватает сейчас. Мне нужен Свен 2 звезды и квапа. Все. Это будет имба. Так, что тут у нас? Посох 3-го тира. Ну да, я возьму пока что. Я возьму, потому что у меня сейчас есть SF. SF у меня огромен, SF у меня красавчик, он у меня просто сок. За несколько роллов я себе нашел 2 Свенов. Не хватает всего лишь 2 героев мне. Мне нужен Chaos Knight. Я, кстати, поставлю 4 чернокнижника пока что. Пока что у меня нету просто других чернокнижников.
Тьфу, у меня пока что никакого отхила нету, поэтому я поставил себе немного чернокнижников. Я думаю, все-таки несколько предметов рольнуть. Может, предмет 5-го тира найти? Там чел просто тоже играет на демонах, и мне бы в идеале найти бессмертие. В идеале бы мне найти бессмертие. Там MVP уже себе винстрик сделал, прикиньте. На секундочку. Мне это не нравится. Ух ты. Ладно, тролля берсерка я не хочу собирать. Нужен ли мне ТБшка? Ладно, я не буду ТБ в любом случае собирать. 2 звезды, потому что он может переоплатить того, кого не надо мне. Мне надо усиление. Мне очень сильно надо усиление. Так, ну какой Свен в 2 звезды, алло! Охренеть, там еще и двойной дамаг мне прилетел в моего СФа. Так, опа, отлично. Но ситуация выходит из-под контроля. 2 чернокнижников не хватит. Мне еще и Chaos Knight нужен. Chaos Knight мне пригодится. Ладно, будем искать предмет. 5-го тира буду искать. Бессмертие. Естественно, бессмертие. Пока что бессмертие. А там как пойдет. Пока Свен не в 2 звезды, мне его нет смысла даже апать. Если был бы у меня Свен 2 звезды, это был бы уже другой разговор, но пока что у меня Свена в 2 звезды нету. Тупо ваншотнули моего СФ. Ваншотнули потому, у этого типа, который играет сейчас там тоже на демонах, он себе нашел предмет 4-го тира, который называется Кримсон, по-моему, да. Вот. И он накидывает Сайленс на самую дорогую твою фигуру, на самую значимую. И все, кто рядом, они будут в первую очередь бить эту фигуру, и во-вторых, двойной урон наносить будут. Это тоже очень жестко. Кстати, жетон отступника, это мне надо. Жетон отступника мне нужен. Знаете почему? Потому что плюс 50% урона я буду наносить сейчас сверху. Да! Ну что, сладкие? Вы готовы? Вы готовы к тому, что сейчас вас ждет, молодые люди? Готовы? Без смс и регистрации я сейчас с вами пообщаюсь. Иди сюда, Свенчик. Иди сюда. У меня сейчас бессмертие есть. Сейчас мы с тобой поиграем на скиллухе. Тот, у кого бессмертие, у того власть. Кстати, я возьму некрам. Не, когда идет битва Свенов, у кого есть бессмертие, у того есть власть. Серьезно. Тот, кто с бессмертием, будет наваливать движа. А у кого нет бессмертия, то забейте. Так, давай Севчика. Ну, ой, Свенчик сначала, потом Сев. Чё ты, Сев, как-то очень мало дамажишь? 6600 урона. С руки больше надамажил, чем с магии. Видите, какая там, ну, на донышке магический урон? Чё это за бред? Я, кстати, возьму лучше 2 медальона, плюс 50%, плюс 50% будет уклонение. Они по-любому работать против вражеского Свена не будет, потому что у меня 100% будет ваншотать. Но все же. Надежда умирает последней. Вообще, я в идеале бы еще и щит 5-го тира себе бы нашел. Так сказать, приголубить молодого. И щитом 5-го тира, и так далее. Правильно, наверное, на всякий случай буду еще собирать. Сейчас, кстати, предмет 3-го тира получу. Я надеюсь, что это будет драконий рог. О, да. Так, это оставляем, это перекидываем, это сюда и это сюда. Пока что пусть будет так. Пока что пусть будет так.
Яйцо. Яйцо пригодится, лишним не будет. Антимаг. Пока что не буду выходить из инкама, лучше посижу в деньгах. Так, ладно, что у меня тут есть за реликвия? Шлемореса, либо... Может, рольнуть? Я, наверное, рольну. Ясно. Лучше бы взял Шлемореса. Хоть бы какую-то призрачную надежду бы лутал. Но у него сейчас Свен слабее, чем мой. Намного слабее. Кстати, мне что-то не приходил этот. Спектра вообще что-то не приходил. Что-то не приходил Спектра. Почему? Так, MVP, здорово. Но! Будешь знать, как на скиллухе искать Свена в 2 звезды. Понял? Будешь знать, это тебе наказание. Сейчас, кстати, мне самое главное не тупить. Не тупить, потому что мне надо будет вдруг чего делать рокировку с фигурами, потому что у меня же Свена, у него есть антимаг. И вот этот вот антимаг может высасывать мне ману. Будет высасывать мне ману, будут у меня проблемы. Может предмет 5-го тира какой-то найти, либо 4-го. У меня, в принципе, все предметы есть. Жетон отступник это вообще имба. Я сейчас двойной урон тупо наношу по ним. Сейчас будет поменять местами. Ну-ка. Я знал. Я знал, что ты... Я просто чувствовал, ребята. Я чувствовал, понимаете? Я чувствовал то, что он захочет вот свапнуть своего антимага под моего Свена. Стоп. Я это чувствовал, понимаете? Моя интуиция меня никогда не обманывала еще. Никогда. Аж 2 яйца пришло. Одно хорошо, 2 лучше. Вот так, давай. Что мне упадет? Мельнира возьму. Но скорость атаки всегда будет хорошо. Плюс молнии еще. То есть это вообще сок. Это вообще сок. Так, он антимага скрыл, кстати. Он закинул плащ, который делает невидимость на антимаге. Но я все равно, смотрите, сейчас смотрите. Я вангую. Сейчас переставлю куда-то. Смотрите. Будешь знать. Отдыхай, дорогой. Сегодня не день, когда у меня болты будут везде. Сегодня мне фартит. Сегодня бог рандома мне улыбается и полный рот болтов мне не напихивает. Конечно, улыбается. На 18-м раунде ко мне SF 3 звезды пришел. Обалдеть. Еще за несколько раундов я себе, по сути, апнул Свена в 2 звезды. Четко. 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 Это просто имбулька. Это просто... Короче, мне очень понравилась катка. Мне нереально фартило. Самое большее, что меня удивило, это то, что на 18-м раунде ко мне пришел кто? SF в 3 звезды. Как? Как? Обалдеть. Я максимально был удивлен, отвечаю. Я не ожидал, что мне SF 3 звезды придет на 18-м раунде. Мне никогда Мамора так рано не приносила никого. Никогда. Сколько я помню, сколько я играю, никогда мне Мамора так рано никого не приносила в 3 звезды. Было на 21-м раунде, было на 20-м раунде, но на 18-м ни разу. Серьезно, за все время, сколько я играю, на 18-м раунде мне ни разу Мамора не приносила 3-звездочную фигуру. А тут тебе на! SF-чик 3 звезды на 18-м раунде. Здорово! Это круто. Это очень круто. Короче, ребята, в 6 часов вечера сегодня будет стрим. Всех жду на ютубе, на твиче, в моем телеграм-канале будут соответственные ссылочки. Поэтому переходим на мой телеграм-канал, подписываемся обязательно. Также, ребят, не забываем под эту обалденнейшую, супер лакерную каточку, скилловую, надо поставить лайк и комментарий трясло, что вы думаете по ней в целом. А также, кто не подписан на меня, обязательно подписываемся. Ну, за телеграм я уже говорил, но еще раз скажу, то ссылочки на мой телеграм-канал есть в описании под видео, в комментариях, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!